Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре прем-танчик третьего левела, американский средний танк Т3 конверт, или как полностью звучит, конверт Medium Tank 3T. Ой, Т3, извините. Вот. На самом деле в рендоме этих машин достаточно много, народ их любит. А любит почему? А потому что достаточно подвижная машина, интересная система барабана пушки, очень интересная, стреляет она интересно. Все это мы сегодня с вами проверим. Сегодня у нас полноценный гайд, обзор по Т3 конверту. И предлагаю уже по сложившейся традиции сначала пойти поглядеть бронирование данного агрегата. Идем. Итак, вот так вот выглядит наш аппарат. Корпус у него весьма похож на корпус советских танков БТ-2, БТ-5, БТ-7, артиллерийский. То есть они очень схожи. Да? Ну, теперь давайте смотреть. 16 мм, 17, 16, люк мехвода здесь у нас 15, башни 16, в маске 15, люк 16, сбоку 12. Все это говорит о том, что на этом танчике вообще нет брони. Вот просто как для третьего уровня нас простреливают даже не одиночные пушки, да, одиночными снарядами, нас простреливают практически даже обычными снарядами пулеметные пушечки. Поэтому все, забыли, брони на Т3 конверт нет. Все, выяснили, брони нет. Давайте смотреть орудие. Нас теперь интересует орудие. 37 мм пушка. Вот, альфа 40. Пробитие основным снарядом 48, голдой 70. 8 снарядов в магазине, но отображаться у вас на экране будет 4. Почему? Потому что, когда вы нажимаете кнопочку выстрелить, у вас происходит 2 выстрела, следуют друг за другом. 0,8 секунды время перезарядки между выстрелами. Вот. Время полной перезарядки вашего барабана 15 секунд. Общий ДПМ, как для третьего уровня, неплохой, 1021. А вот разброс не самый лучший, 0,51. Плюс время сведения 2,5 секунды, тоже не самое комфортное. Вот. Давайте смотреть, что у нас за оборудование. Какое же оборудование использует на этом агрегате. Вот. Нам нужна более лучшая подвижность, поэтому мы ставим турбину. Ну и, конечно, получать дополнительный ассист по засвету, да и самому себе светить. На этом танке пригодится просветленная оптика. Поэтому в песке, как турбина, так и просветленная оптика, это самые ходовые, самые используемые практически на всех танках виды оборудования. И на этом танке этот комплект заходит как нельзя лучше, и он самый правильный. Другой сборки оборудования для этой машины, я считаю, просто нету. Вот, теперь что касаемо снарядов. Основной снаряд у нас бронебойный, голда у нас подкол. Вот, бронебойка летит 782, подкол летит почти 1000 метров в секунду. И как для третьих левелов, конечно, немножко даже все равно на бронебойке скорость полета снаряда не самая лучшая. А вот голда, да еще с пробитием 70, уже интересный тип снаряда, безусловно. Вот. Но поскольку это прем-танчик, наверное, вы и многие будете катать все-таки на основных снарядах, потому что стоимость голды, она, конечно, уводит любой танк, и этот не исключение, в минус по серебру. Вот. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, экипаж здесь у нас маленький, всего лишь 2 члена экипажа. Вот. Конечно же, есть нагрузка и, так сказать, по радисту все это падает, там на командира, да, механика. Здесь, честно говоря, на командира все падает. И наводчик, и заряжающий, и радист, все перки нужно. Здесь, по хорошему счету, нужно иметь 10 перков. Ну, сами понимаете, это невозможно, поэтому первым перком командиру лампу, второму члену экипажа, механику, водителю ремонт, вторым перком всем боевой брас, далее качаете, как показано в таблице. Вот, теперь давайте на таком оборудовании мы посмотрим наши тактико-технические характеристики. Смотрим. Перезарядка у нас чуть снизилась, 14,68 вообще. Кстати, сразу скажу, углы склонения здесь очень хорошие, минус 15 пушка гнется. Но отсутствие брони, конечно, где-то на
рельефных картах все равно не позволит хорошо, качественно играть от башни, потому что брони нету. Поэтому есть углы и хорошо, но применять их достаточно сложно. Вот, время сведения 2.45, разброс уже 0.5, ну, ДПМ не сильно вырос. По живучести ХП 450, как для среднего танка на третьем левелом, нормальный показатель. Вот, по мобильности здесь у нас все хорошо, потому что максималка вперед у нас с турбиной 52, назад 22, и плюс у нас почти 33 лошади. Удельная мощность на тонну. Извините, он хорошо ездит, он хорошо набирает максималку, хорошо на месте крутится. Это плюс этого танка однозначный. По незаметности, ну, у нас на самом деле не вкачан перк незаметности у экипажа, поэтому здесь достаточно средние показатели. Теперь, что касаемо обзора. Вот с просветленкой у нас 342 метра. И как для песка, не сказать, что это топовый обзор, но... Поверьте мне, многие почему-то ездят даже без оборудования, и такое встречается в песке, да. Но и кто ставит оборудование, есть танки, у которых обзоры поменьше, чем 342, поэтому вы их будете пересвечивать. Вот, теперь давайте по плюсам и минусам этого танка. Из плюсов это его подвижность. Из плюсов я все-таки отнесу, это его пушка, она интересная. Хороший, интересный такой барабан. Единственное, что... двойной выстрел через там определенное время иногда влечет к тому, что вы выцеливаете какое-то уязвимое место на танке, стреляете, получается, первым выстрелом в это уязвимое место, пробиваете, танк чуть-чуть противника дергивается, и второй ваш шот идет уже либо в ту часть танка, которую вы пробить не можете. К этой пушке просто нужно привыкать. Вот. Но пушка все равно это плюс. По обзору скорее такой и плюс, и минус. Не сказать, что это прям его супер плюс. По незаметности танчик все равно достаточно большой. Есть на третьих левелах легкие и средние танки меньше размера. Поэтому это больше минус этого танка. Вот. По броне однозначный минус. Потому что брони здесь нет. Уже предлагаю отправляться в бой. Посмотреть, как Т3 конверт фармит, как он играется в бою. Отправляемся. Погнали. Итак, обзор боем Т3 конверт. Вот. Гордая Америка, прям танчик. Сейчас мы его обзор боем сделаем. Попали в честный бой третьего левела. Да. Ну, к тяжам мы, конечно, не поедем. Налево, я имею в виду, на воду. Конечно, поедем направо. Сейчас будем что-то пытаться делать. Кстати, заметьте, сколько этих Т3 конвертов в бою. Любит, значит, народ? Интересно, за что? Сейчас все узнаем. Ну, хорошая подвижность, более-менее нормальная. Конечно, стопа в движении. Ну, такое себе. На мелких уровнях с тобой захотят. Трещотка. Похож чем-то на БТ-2 на советский. Внешне. Так, ну, где, кто, чего? Никого? Так, никого. Пока. И тут никого. Гля. О, появился. Это мне нравится.
храм останется загляденье. Так, 167 настреляли просто. Гениально. Команда сливается между тем. Хорошо пошло. Враг уже близко. Враги повсюду. Получи. Миленько. Преследуем врагов. Враг уже близко. Это мне нравится. И этому конец. Вот такой этот конверт. $526 даги уже дали, господа. Приближаются танки. Враги повсюду. Хорошо пошло. Получи. О, боль. Придется туго. Миленько. Вот и все, 800 наструляли. Поехали встречать группу. Ну, интересный танк, конечно, вот эта система снарядов. Да. Интересно. Враг уже близко. Вывел его из строя. Это мне нравится. Блин, он быстрее Беда зарядился. пришла, По какой-то откуда не причине. ждали. Ребят, косарь почти дали. Косарь на 3-м уровне.
урона. Эх, оставили ему прям ниточку хп. У нас же должны затащить, да уж досмотрим бой этот шикарный. Враг на подходе. Нет, танчик интересный. Не зря на них играет, нравится он с этой системой заряжания барабанной. Вот, интересный аппарат. Посмотрим результаты боя. Прошу прощения. Я считаю, как для третьего уровня, у нас 450 хп. Я всегда ставлю задачу на любом уровне танка по настрелу. Это свое хп умножаете на 2. Пожалуйста, мы даже чуть-чуть больше сделали. План, задача выполнена. Танк получает отметку как хороший на самом деле. Вот. Но мы и видели, что и в рендоме этих танков очень много. И связано это опять же с тем, что есть подвижность, есть обзор, есть интересная пушка. Вот. Пожалуйста, первое место по урону, 2 фрага у нас. Использовали голду, начислено за бой 26 тысяч, в минус ушли на 13 из-за голды. Потому что, ну вот так мне захотелось, да. Но на самом деле, я так понимаю, он и без голды неплохо играется. Но в начале боя, там какой С-35, по-моему, танк был, я его пробивал, что-то носил урон. Без голды я, по-моему, урона не нанес. Вот. Ребят, пишите свои комментарии, если у вас такой танк. Вот. В песке много таких танков. Вот. Подозреваю, что ну, как бы, имба практически. Вот. На каком оборудовании вы катаете? Мне так кажется, что все-таки просветленка в паре с турбонагнетателем прям must-have для этого аппарата. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Вот. А я вас жду на следующих наших обзорах по нашей любимой игре World of Tanks. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.